привет! С вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Сегодня мы с вами будем создавать вот такое оригинальное панно с нуля. Для работы нам понадобятся следующие материалы: гофрокартон, тонкий плотный картон, кусочек обоев, либо другой бумаги для подклейки с обратной стороны, понравившаяся салфеточка, листовой синтепон и нитки, ножницы, кисти для лака и красок, спонжик, ручка или карандаш, любая веревочка или кусочек шпагата для подвеса, трафарет, термопистолет, клей ПВА или клей дракон, акриловые краски, мешковина, а также понадобится обычный акриловый лак. Я использую строительный. Приступаем к работе. Для создания круглой рамки я буду использовать две крышки. Итак, основу для рамы мы вырезали, затем обвели по кругу тонкий плотный картон и вырезали. К этому картону я буду приклеивать мешковину. У меня давненько лежал в запасах кусочек мешковины, который мне жалко было выбросить. Но у него здесь вот такие потеки, которые не отстирывались. Теперь я его буду применять, потому что мы полностью закрасим это все белым. Мешковину я буду приклеивать клеем дракон. По краю рамы я приклею полоски синтепона и обмотаю нитками, а потом обтяну это все мешковиной. Внутри и снаружи обводим основу, но не ровно по самой основе, а прибавляем по полсантиметра внутри и по полсантиметра снаружи. Рама у меня 3 сантиметра, соответственно на ткани уже 4 сантиметра. Это делается для припуска на объем. Затем приблизительно около сантиметра добавляем еще на загибку внутри и снаружи, затем вырезаем. Затем на ткани сделаем надрезы и оклеим мешковиной основу.
Клей высох, теперь необходимо окрасить основу из мешковины белой акриловой краской. Поверхность основы у нас уже высохла. Вырезаем мотив нужного размера и акриловым лаком приклеиваем к основе. Даем высохнуть. Поверхность высохла, теперь наш декупаж стал похожим на вышивку крестиком. Теперь нам необходимо сделать подвес и оформить обратную часть. Обратную часть я буду оклеивать обоями. Для этого вырезаем круг примерно на сантиметр-полтора больше по диаметру нашей заготовки. По краям делаем надрезы до самой заготовки. Приклеиваем обратную часть. Итак, мы уже оклеили эту часть. Теперь делаем подвес. Для этого прокалываем сквозные дырочки. Дырочки должны находиться под будущей рамой. Сквозь них протягиваем кусочек шпагатного шнура. С этой стороны оставляем приблизительно вот такую петельку. Здесь подвязываем, фиксируем клеем. Можно сделать вот так, приклеив кружево, либо сделать трафареты. Белой краской спонжем слегка проходимся по поверхности рамы. Трафарет можно использовать уже готовый, либо сделать самим. У меня есть такая салфеточка с интересным рисунком трафаретным. Я приставляю плотный пластик к ней, маркером обрисовываю, а затем макетным ножом на плотной картонке вырезаю это все аккуратно. Если у вас не салфетка, а распечатка из интернета, тогда можете сразу вырезать, не обрисовывая маркером. Просто мне жалко салфетку портить, поэтому я делаю именно так. Трафарет высох, приклеиваем раму к основе.
Наше панно готово. Буду рада, если мой мастер-класс вам окажется полезным. Желаю вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!